Всем привет, друзья! Как у вас дела, как настроение, чем занимались всю эту неделю? Пишите обязательно в комментариях. Ну а я сегодня хочу рассказать вам о тех минусах, о том необычном, что может не понравиться русскому человеку в Израиле. Но прежде всего нужно понять, кто же такой русский человек. К русским людям здесь относятся все русскоговорящие люди. Если у вас основной язык общения это русский, значит для израильтян вы будете русским человеком. И вот что же может не понравиться таким людям? К первому главному недостатку я бы отнес отсутствие отопления в израильских квартирах. Понятное дело, что сейчас середина января и в принципе днем достаточно тепло и жарко. Вот я сижу здесь в одной маечке. Но это не касается ночи. И есть здесь в Израиле разные города, в которых ночью опускается температура до 0 градусов. В некоторые там дни бывает даже минусовая. Но примерно она держится там плюс 5 градусов. Так вот, если в странах СНГ при плюс 5 градусах среднесуточной температуре уже включали отопление, то в Израиле его просто нету. Здесь нету в комнатах батареи, нету радиатора. И единственный способ, как можно отопиться, это либо включить кондиционер в режим отопления, либо поставить масляный радиатор. И понятное дело, что если вам нужно отапливаться вот такими собственными средствами, то это все будет именно за ваш собственный счет. Вам придет потом счет за электричество, который вы будете оплачивать. Поэтому в зимние месяцы здесь коммуналка, в принципе, так довольно-таки утяжеляется. Несмотря на свои компактные размеры, в Израиле есть города, в которых температура значительно отличается. Город, в котором сейчас нахожусь я, здесь сейчас примерно плюс 20 градусов. А уже на севере Израиля там будет примерно плюс 10 градусов, это днем. Ночью будет около нуля. Также есть город, допустим, Димона. Там будет днем плюс 20, а ночью уже плюс 5. Поэтому спать в такой неотапливаемой квартире, и учитывая то, что здесь стены очень-очень и тонкие, то это будет очень некомфортно. Так мерзнуть, как в Израиле, я не мерз еще нигде. Следующим моментом я бы отнес то, что здесь также нету горячей воды. В квартирах стоят солнечные бойлеры, которые по совместительству являются еще электрическими бойлерами. И получается, любая вода, которая приходит в ваш дом, она холодная. А потом уже каждый жилец за свой счет ее отапливает. Летом классно помогает солнце, оно отапливается в бойлере, который находится на крыше. Ну а зимой приходится включать специальную кнопочку при входе в ванную и подождать от 15 до 20 минут. В некоторые зимние дни приходится ждать очень даже долго. А если ваш бойлер уже не самый новый, то он может греться и целый час. Если в квартире находится не один человек, а, допустим, 4, то второму и третьему может воды горячей и не хватить. Поэтому придется как-то вот так вот выкручиваться из этой ситуации. Конечно, это доставляет большие неудобства. Сейчас середина января, и буквально недавно все мы праздновали с вами Новый год. Так мы уж привыкли. Ну а здесь в Израиле его не празднуют. Здесь это обычный день 31 декабря и 1 января. Все идут на работу, все идут на учебу. Никаких особенных отношений нету. Есть, по правде говоря, некоторые работодатели, которые, зная, что вы русский человек, сделают вам какой-то небольшой подарок, подарят там полотенце, портфель, сумку, иногда бывают более дорогие подарки. Но это все исключительно в индивидуальном порядке. Именно на государственном уровне нигде не будет никак это праздноваться. Есть, правда, некоторые поселения, поселки и города, в которых присутствует арабско-христианское сообщество. Вот в этих городах будет стоять хотя бы елочка. И можно будет подойти, там, несмотря на эту жарищу, но полюбоваться красиво украшенной елкой, и будет атмосфера такая более привычная. Но именно никакого празднования здесь нету. Обычный день. Поэтому стоит к этому подготовиться. Шаббат. Шаббат – это суббота. День, в который Бог отдыхал после создания мира. День, в котором мы все сейчас с вами находимся. И день, который есть в каждой неделе, в который нельзя ни работать, ни помогать, ни давать деньги в долг, ничего делать нельзя. В Израиле его соблюдают. И будет очень непривычно русскоговорящему человеку, который в субботу решит пойти в магазин, но все магазины будут закрыты. Общественный транспорт также не будет работать, работают только таксисты, которые берут там в 2-3 раза больше ценник.
Как выкручиваться из этой ситуации? Очень просто. Есть некоторые магазины, которые принадлежат арабам и которые платят специальный налог государству для того, чтобы быть открытыми именно в шаббат. Вот именно в такие магазины мы с ребятами ходим на закупки, потому что других выходных дней у нас попросту нету. К следующему минусу я бы отнес то, что здесь нету 2 выходных дней в неделю, как все мы с вами привыкли. Здесь все люди работают 6 дней в неделю и 1 день только выходной. Чаще всего это этот самый шаббат. Но бывают такие графики, когда у тебя выходной выпадает гибко. То в среду, то в четверг, то в понедельник. Без разницы, там, как выпало, так и выпало. Но очень непривычно работать по 6 дней в неделю, 1 день выходной. Особенно, если ты работаешь не на умственной работе, а на физически сложной. Отдохнуть всего за 1 день и выспаться, очень-очень сложно. По крайней мере, это возможно, если ты еще молодой человек. Если тебе уже 50 и более лет, то ты не сможешь работать по такому графику. А взять на работу именно человека, который не согласен работать по сложившейся системе, немногие работодатели готовы. Поэтому чем старше вы приезжаете в Израиль, тем сложнее вам будет устроиться на какую-то хорошую работу. Либо придется искать по знакомым. Если у вас есть знакомые в Израиле, проблем у вас никаких не будет. Если же вы сюда приезжаете абсолютно новый человек и надеетесь, что вам найдут работу там где-то, и она будет хорошая, легкая, то, к сожалению, это абсолютные заблуждения. К следующему минусу можно отнести то, что здесь очень эмоциональные люди. И касается это всех, это и евреи, и арабы. Они все, когда тут говорят, они вот все время жестикулируют, все время вот так вот. И все это происходит на повышенных тонах. Почему? Потому что здесь язык так устроен, что здесь всего одну букву, если ты не услышишь, то смысл поменяется. Допустим, кеф и кеф. В одном слове на конце буква «F», в другом на конце буква «В». И одно слово обозначает положительные эмоции, а в другом обозначает боль. Поэтому, если ты говоришь, что у меня в голове боль или у меня в голове там кайф, то эти слова могут перепутать. Поэтому для того, чтобы люди не путались, слова все произносятся на повышенных тонах, чтобы было четко слышно В, Ф, Г, К. Вот эти все слова, все буквы мы с вами знаем еще со школы. Глухие, звонкие. Чтобы их не перепутать, приходится общаться на повышенных тонах. Также вам может это не понравиться в магазине, где продавщица, когда вы подойдете на кассу, она будет вот просто сидеть в телефоне и там с кем-то общаться, ей все равно, что там стоит еще 10 человек. Она будет выполнять свои собственные дела. Следующим моментом, который может не понравиться, это то, что здесь везде бардак. Называется он в Израиле балаган. Куда ни кинь, везде он есть. Допустим, в магазинах, когда вы приходите, нету ячеек, куда можно поставить свою собственную сумку. С чем это связано? Это связано, естественно, с угрозой, которую я не буду называть, как для того, чтобы соблюдать правила YouTube. Но вы не сможете, придя в магазин, поставить свою сумку и потом ее забрать на выходе. Ячеек нет. Боятся того, что арабы тут могут оставить, сами понимаете, какой предмет, и все это разнесет в хлам весь этот магазин. Исходя из этого, вас могут на выходе из магазина попросить показать чек оплаченный и доставать, показывать товары, которые вы положили в свою сумку. Конечно же, это очень неприятно. Поступает так не со всеми, но я видел, допустим, какого-то старичка, который выходил с магазина, и бетахончик, это охранник, который работает на входе, он попросил показать сумку и чек. Меня, к счастью, не попросил. Возможно, у меня не такая подозрительная внешность. Какие критерии он использует для отбора людей, мне непонятно. Но, может, старик и правда что-то взял и вынес из этого магазина. Я не знаю. При входе в магазин вас обязательно тоже обыщут. Вам надо открыть сумку, показать ее. Везде стоят рамки, такие металлодетекторы, через которые вам надо пройти, и чтобы у вас ничего не звенело. Все это сделано для безопасности. Но что мне не нравится, когда вы кладете телефон перед этим бетахончиком, он его вместо того, чтобы аккуратно положить, он его проведет по столу. Если телефон без чехла, он будет царапаться. Также этот балаган относится к тому, что люди, как здесь они себя ведут. Даже если у вас какой-то дорогой телефон, или вот у человека дорогой телефон, и его нужно кому-то передать, они его не будут аккуратно ложить или давать из руки в руку. Они вот так вот как будто швыряют его, кладут небрежно на стол. И все это касается и других вещей. Очки, часы, там, ключи. Все нужно вот как будто небрежно бросить. Я не знаю, как это по-другому назвать, кроме как балаган. Также здесь никто не любит соблюдать правила. Во всех автобусах всегда висят надписи, такие наклеечки, что ноги нельзя ставить на сиденья.
Но обязательно все эти школьники задирают свои копыта, ставят ноги на сиденье. И если ты пришел в автобус, будь уверен, что ты будешь садиться на эту сидушку, и она будет запачканной. Поэтому не поленись, смахни это рукой. Но делать замечания здесь как бы не принято. Хотя, опять же, это так говорили в Сахнуте. Но я сколько раз видел, что ивритоговорящие бабули, они все-таки делают замечания этим школьникам. Так я, допустим, видел, как школьница принесла большой надувной матрас, она его даже не сдула, а водитель ей не сказал, что нельзя в автобус заходить с надутым матрасом, что его можно сдуть. Но зато бабуля там напала на эту девчонку и отчитала ее по полной. И пришлось девчонке выйти, я не знаю, села она на следующий автобус, либо что. В общем, подцапались они знатно. Раз уж мы с вами заговорили про автобусы, про общественный транспорт, то следующий момент, который может вызвать недоумение у русских людей, это то, что здесь не принято уступать место людям пожилого возраста, женщинам, беременным, детям, но вообще никому не принято. Мужчины будут сидеть, и у них даже щечки не покраснеют от того, что вот неудобно, что надо уступить. Ну, никому это в голову не придет. Правда, если приходит мужчина со своей женщиной, то он будет стоять, а ее обязательно посадят. Либо может даже кого-то там ткнуть пальцем и сказать, что слиха, типа, уступи моей женщине место. Особенно этим любят заниматься арабские мужчины, показывать, какие они тут мужики. Ну, а все остальные нет, не уступают. Открыть дверь при входе для женщины? Также нет, здесь этого не принято, а иногда даже могут некоторые феминистки на это еще и обидеться. Поэтому будьте внимательны, не надо тут помогать женщинам, не нужно открывать двери, потому что к вам могут по-разному отнестись. Единственное, кому можно помогать, это инвалиду. Если вы видите, что на остановке стоит инвалидная коляска с человеком, то вы можете, когда автобус подъедет, помочь водителю выдвинуть специальный такой лоток, по которому можно заезжать в этот автобус. Но можете не помогать, водитель как бы сам обязан все это сделать. Но я видел, что местные люди помогают. Следующий негативный момент связан с тем, что в Израиле очень много репатриантов в любой год. Они приезжают отовсюду. Америка, США, Бразилия, Аргентина, немецкие евреи, французские, СНГ, естественно. Все сюда приезжают, все сюда понаехали, мест на всех не хватает, квартир не хватает. Живут в каких-то сараях, и все эти сараи стоят баснословно дорого. И также не нравятся условия сдачи. Многие арендодатели не хотят сдавать квартиры новым репатриантам, потому что они думают, что тебе сейчас тут не понравится в этом Израиле, а таких, естественно, очень много, и ты там через 3 месяца возьмешь и свалишь, и уедешь из этой квартиры, да еще и непонятно, как ее там, может, что-то сломаешь, испортишь. Поэтому они хотят подстраховаться и закручивают гайки так сильно, что не каждый сможет финансово это потянуть. Допустим, они требуют залог за квартиру 30 тысяч шекелей. Это примерно 8 тысяч долларов. Тебе, получается, нужно заплатить за первый месяц, унести 30 тысяч долларов и найти, допустим, гарантов. Либо вот раньше было, что классно, ты давал просто за 2 месяца чеки, залог и чек бетахон, и потом платил каждый месяц. Сейчас они этого не хотят. Сейчас они хотят большой залог, кучу гарантов, а гарант это человек. А где его взять, этого человека, если ты сюда приехал и никого еще не знаешь? В общем, когда вы снимаете квартиру, ищете, лучше всего обратиться к маклеру. Но маклер с вас тоже потребует деньги за свои услуги. Но, по крайней мере, у него есть какая-то база знакомых, и он сможет каким-то образом договориться с этим арендодателем. Следующим моментом можно отнести то, что здесь нет абсолютно никакой вот этой иерархии должностной. Нету никакого уважительного отношения к людям. Начальник ты, депутат, учитель и со стороны школьников, да, без разницы, либо просто прохожий, никто к тебе уважительно не относится, но и ты никому не обязан уважительно относиться. Здесь не принято стучаться в дверь, заходя в кабинет, допустим, к врачу или к начальнику. Просто открывают и шалом, слихай, шар, легиконес, и все, типа, извините, можно войти и все. Никто не стучится, это очень даже необычно. Ведь у нас как было принято, еще немножко пригнуться тогда, открываешь дверь к директору, немножко согнулся, постучался и извиняешься вообще за свое существование. Извините, пожалуйста, можно, ой, извините, я не потревожу, а можно тут задать вопрос, а то, а сё. Здесь абсолютно это не принято, и не принято спрашивать вообще, надо сразу говорить, что тебе нужно. Не так, что вот, извините, а вы не могли бы дать мне справку, а ты сразу заходишь и говоришь, здравствуйте, мне нужна справка.
Потому что если ты спросишь у израильтянина, а вы не могли бы, он тебе скажет, что нет, я не могу. Если ты спросишь, а можно, он скажет, нет, нельзя. Поэтому именно сразу надо утвердительным предложением. Мне надо это и это. Или я хочу это и это. Тогда в Израиле ты еще что-то получишь. Также может показаться чем-то необычным это высокий уровень налогового обременения. К примеру, если у вас маленькая зарплата, то вы платите 10 либо 14% с этого дохода. Но если у вас зарплата уже там за $3000, и чем выше, тем больше будет налог НДС, или как он называется, подоходный налог. Вы будете платить аж до 56%. И вот представляете, вы, допустим, программист, заработали $10 000, но на руки получите 5, потому что 50% у вас заберет государство. Также многим может показаться странным, что здесь всю зарплату вам называют именно в грязных деньгах до вычета налогов. И получается, что ты рассчитываешь на одну зарплату, а потом, когда вычли налог, вычли страховку за здоровье, страховку национальную, а здесь оно все есть, и вам нужно в обязательном порядке это все платить, то получается, как бы, хоп, и на руки получил небольшие деньги. Допустим, в России, если тебе говорят, что у тебя зарплата будет там 30 000 рублей, то подразумевается, что ты получишь их на руку. В Беларуси, если у тебя говорят, что там зарплата 1200 рублей или 700 рублей, кто как устроился, да, ты столько денег получишь на руки. Никто тебе не говорит, у тебя зарплата будет 1700 рублей, а потом взяли, повычитали оттуда налоги, и ты чистым получил там 1200. Такого у нас как бы не принято. Но здесь наоборот. Тебе говорят зарплату в час, и ты уже сам должен прикинуть, сколько часов ты в месяц отработаешь, будут ли у тебя переработки, будут ли у тебя шабатные дни, и сколько из-за всего этого с тебя снимут. Поэтому, просто это необычно, это другая система. Это неплохо, не хорошо, но система другая. И для русскоговорящих людей, которые приехали из других стран, может показаться это такая неудобная система. Друзья, если вы знаете какие-то еще минусы, обязательно напишите о них в комментариях. Возможно, я все упустил, и вообще это все мои субъективные мысли, мои субъективные наблюдения. Каждый человек живет в своем информационном пузыре. То, что он смотрит в интернете, то, через что он прошел в своей жизни, и то вообще, как он воспринимает этот мир. Поэтому этот обзор, естественно, мое субъективное мнение, то, что я замечаю. И с чем-то вы можете быть не согласны, пишите в комментариях, а с чем-то, естественно, согласны, тоже пишите в комментариях. Поэтому, ребята, не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока и до новых встреч!